Пока мы монтировали этот ролик, началась война в Израиле. Мы постараемся выпустить подробную сводку о ситуации вечером или завтра утром. В США вот уже несколько месяцев активно идет кампания перед президентскими выборами, которые пройдут в ноябре 2024 года. Прямо сейчас в разгаре один из ключевых этапов всей предвыборной гонки – праймерис, то есть утверждение кандидатов в президенты от партий. Давайте сегодня разберемся, кто будет кандидатами от демократов и кто от республиканцев. Попробуем понять, у кого больше шансов на победу. А еще совсем немного поговорим о том, как устроена настоящая демократия, в которой кандидат в президенты может быть под следствием сразу по 4 уголовным делам. Ну и разберемся, что это за дела такие. Начнем с беспрецедентного события. С того, что в США собираются судить кандидатов в президенты и бывшего президента в одном лице. Речь, конечно, о Дональде Трампе, которому были предъявлены сразу 4 обвинения. При этом надо понимать, что дела против Трампа – это не политическое преследование. Его не обвиняют в растрате или в абстрактном экстремизме. Ему вменяют сокрытие секретных документов, попытки мухлевать на выборах и даже неаккуратное ведение бухгалтерии. Очень разные обвинения, которые выдвинули разные прокуроры конкретных штатов или федеральные прокуроры в разных местах. А 26 сентября Трампа и вовсе признали виновным, правда, по гражданскому иску о мошенничестве. Несмотря на такое давление, Трамп не только остается в гонке праймерис, но и с большой вероятностью лидирует в ней. Хотя конкуренты у него все же есть. Если не Трамп, то кто? Сразу скажу, скорее всего, никто. Будет все-таки Трамп. В опросах среди республиканцев он набирает более 50%, пока у ближайших оппонентов в районе 10%. Правда, когда начнутся, собственно, праймерис, картина может резко измениться. Праймерис проходит поочередно. Сначала в одном штате, потом в другом, потом в 5 сразу. И так в течение нескольких месяцев. Календарь меняется из года в год. Но есть традиция. Первыми проходят праймерис в штате Айова, а вторыми в штате Нью-Гэмпшир. Если Трамп внезапно вдруг проиграет в одном из первых штатов, это может резко снизить его поддержку. Тем временем Трамп настолько уверен в своих силах, что даже не пошел на предвыборные дебаты кандидатов-республиканцев, состоявшиеся в августе. Вместо этого он записал интервью с бывшим ведущим Fox News Такером Карлсоном. Правда, опубликовали эту беседу только в Твиттере. В неудобном положении находятся оппоненты Трампа по праймерис. Дело в том, что они вынуждены учитывать его уголовные дела и артикулировать четкую позицию по этому поводу. Что сложно, ведь Трамп – самый популярный политик в республиканской партии. А значит, если они разыграют эту карту против него, если начнут прям сильно его ругать, то потеряют поддержку сами, как члены партии. Поэтому они стараются не называть Трампа однозначно виновным. Некоторые предлагают дождаться результатов суда. Некоторые открыто говорят, что Трамп ни в чем не виноват, а судебные иски – это политическое преследование и козни коварных демократов. При том, что оппоненты Трампа не набирают более 10%, среди них можно выделить 4 основных конкурентов. Оппонент номер 1 – это Рон Десантис, действующий губернатор Флориды. Свой второй губернаторский срок он выиграл с отрывом аж в 20%, что для Флориды очень солидный результат. Всего-то 11 лет назад Флориду выигрывал президент-демократ Барак Обама. Наибольшую известность Десантис заработал своим походом против ковида, точнее против ковидных ограничений. Он был против локдаунов, масок и прочих мер сдерживания коронавируса. За все это его полюбили консерваторы, которые считали любые антиковидные меры покушением на личные свободы, а сам ковид – мифом и заговором. Также Десантис ударился в борьбу с либеральными ценностями, для которых в Америке придумали новый модный термин – «woke». Он поддержал закон, по которому в школах Флориды теперь запрещено просвещать учеников по темам сексуальной ориентации и гендерной идентичности. Также Десантис подписал 2 закона о запрете абортов, сначала после 15 недель беременности, а потом после всего 6 недель. Оба запрета пока что в силу не вступили, потому что на них моментально подали жалобы в суд. Но для Десантиса это все равно плюс, ведь для него оппозиция ЛГБТ и абортам – это демонстрация консерватизма и борьбы с безбожным либерализмом. В общем, Десантис активно использует свой губернаторский опыт. Хвастается, что превращает Флориду в консервативный рай, где не будет никаких абортов, геев и прочих трансгендеров. Тут надо заметить, что Десантис сделал ставку довольно умно. Сегодня подобные культурные войны – значимая часть американской политики.
Сработало ли это? Поначалу вполне, ведь именно Десантис считался главным оппонентом Трампа, а в начале этого года разрыв между ними составлял всего-то процентов 5-10. Такие отставания очень легко преодолеваются на длинной дистанции. Но не в этот раз. Чем дольше идет кампания, тем больше увеличивается поддержка Трампа. Сейчас Десантис скатился до совсем несолидных 10% и болтается где-то среди остальных претендентов. В СМИ уже были публикации о том, как Десантис пытается перезапустить свою кампанию, поменять стратегию и что-то там еще придумать. Но все тщетно. Как у остальных кандидатов, спасти его рейтинги может победа на ранних праймерис в Айове или Нью-Гэмпшире. Оппонент номер 2 – Вивек Рамасвами. Это вообще ранее неизвестный человек в политике, который взялся из ниоткуда. Но при этом в вопросах он умудрился вырасти с июля по сентябрь с 4 до примерно 10%. То есть фактически догнал политического ветерана Десантиса. Рамасвами всего-то 38 лет, что совершенно небольшой возраст для кандидата в президент. По роду деятельности он предприниматель, по статусу почти миллиардер. Казалось бы, молодой мужчина, успешный бизнесмен, так еще и человек не из системы. Уж у кого-кого, а у него точно должны быть отличные радикальные идеи. Радикальные – да, отличные – нет. Рамасвами предлагает поднять возраст голосования с 18 до 25 лет. Мол, рановато еще в 18 голосовать. Молодые люди ничего в жизни не смыслят. Хотите голосовать раньше? Отслужите в армии или поработайте пожарным. Также Рамасвами предложил упразднить Министерство образования, ФБР и налоговую службу. По его мнению, это все лишние организации, правительство разберется и без них. Помимо этого, Рамасвами увлекается конспирологией. Он публично задавался вопросом о присутствии федеральных агентов на самолетах, которые 11 сентября врезались в башни-близнецы. Когда ему за это предъявили, он сказал, что ничего такого не говорил, хотя существует подтверждающая аудиозапись. И, конечно же, республиканец Рамасвами борется с той самой woke идеологией, то есть с правами трансгендеров, правом на аборт и неким культом ЛГБТ. Это очень нравится крайне правым его сопартийцам. На дебатах другие кандидаты атаковали Рамасвами за отсутствие какого-либо опыта в правительстве, а также за мутные позиции по внешней политике. Израиль у него, дескать, плохой, Иран плохой, все плохие и все плохо, давайте просто закроемся и не будем ничем в мире заниматься. Но в целом августовские дебаты для Рамасвами прошли успешно. Он стал более известным среди электората и показал себя как солидного соперника, если не для Трампа, то хотя бы для Десантиса. Следующий в списке кандидатов идет Никки Хейли, экс-губернаторка Южной Каролины и экс-представительница США в ООН. Хейли выбрала довольно аккуратную стратегию. Она продвигает себя как профессионала с большим опытом государственной работы. Радикальных позиций старается не занимать. Она вполне может покритиковать того же Трампа, но при этом с гордостью отметить свою работу в его администрации. Как экс-посол в ООН, она фокусируется на своем внешнеполитическом опыте. Естественно, ругает Байдена за то, что он недостаточно серьезно относится к угрозе от Ирана и других врагов США. Хейли неплохо выступил на дебатах, но рейтинги у нее пока что низкие, около 5%. Пятерку кандидатов закрывает Майк Пенс, который был вице-президентом США при Дональде Трампе. То, что он 4 года работал с Трампом, ставит кандидата в сложную позицию. Ему приходится одновременно и хвалить, и критиковать Трампа, ведь тот его противник на праймерис. Особенно много внимания уделяется роли Пенса в событиях, предшествующих штурму Капитолия 6 января 2021 года и непосредственно в день штурма. Тогда Трамп уговаривал Пенса не принимать голоса выборщиков за Байдена и таким образом перевернуть результат выборов. Такое церемониальное право у вице-президента вроде как есть, но использовать его значит пойти против демократии. Пенс менять результаты выборов не стал, за что сторонники Трампа его резко разлюбили. А вот представители других сторон политического спектра его поступок оценили высоко. На дебатах модераторы спросили у всех кандидатов, правильно ли поступил Пенс, когда проигнорировал требования Трампа. Все ответили, что правильно, и что Конституция важнее желаний одного политика. Но, судя по опросам, шансы Пенса стать президентом низкие. Есть и другие кандидаты, но разбирать их подробно нет смысла. В вопросах они набирают буквально пару процентов. Это Крис Кристи, бывший губернатор Нью-Джерси, Аса Хатчинсон, бывший губернатор Арканзаса, Тим Скотт, единственный темнокожий сенатор-республиканец, и еще пара человек. У них у всех шансы совсем крошечные. Список кандидатов в процессе праймерис будет сокращаться. Кто-то может выйти из гонки еще до голосования в первых штатах, например, если не будет вообще никакой надежды на победу, или если у кандидата элементарно закончатся деньги. Кто-то вылетит после провала в первых штатах, Айове и Нью-Гэмпшире,
а кто-то после супервторника, дня, когда сразу несколько штатов проводят свои праймерис одновременно. Где-то в марте на праймерис должны остаться только 2-3 серьезных кандидата. Впрочем, если Трамп сохранит свое безусловное лидерство и выиграет начальные штаты, то вполне вероятно, что остальные кандидаты просто снимутся. Тогда победитель праймерис станет известен достаточно скоро. Теперь давайте разберемся, кто будет противостоять Трампу, видимо. Кто пойдет в президенты от демократов. Тут сюрпризов не будет. Пойдет Джо Байден, действующий президент. Он сейчас только на первом сроке, поэтому может избираться еще один раз. Вообще, во время предыдущей кампании 2020 года Байден говорил, что после одного срока уйдет, может быть. Правда, официального обещания он так и не дал. В апреле этого года Байден объявил, что идет на следующие выборы, сохранив тандем с действующей вице-президенткой Камалой Харрис. И что, точно ли Байден будет кандидатом? А как же праймерис, как же демократия? Праймерис будут, это официальная процедура, и от нее никуда не деться. Но обычно, когда действующий президент идет на второй срок, никакие серьезные кандидаты против него не выдвигаются. В конце концов, президент – самая влиятельная фигура не только в стране, но и в партии. Идти против него очень опасно чисто политически, будь ты губернатор, сенатор или конгрессмен. О министрах речи вообще не идет. Ты занимаешь должность по назначению президента и вообще его подчиненный. Куда ж тебе выдвигаться и зачем? В прошлом веке бывали случаи, когда против действующего президента США на президентские праймерис шли серьезные политики из его же партии. Вот только победить действующего президента на праймерис так никому и не удалось. Зато проблем для партии создалось достаточно. Так еще и каждый президент, который сталкивался с серьезным противником на праймерис, всеобщие выборы в итоге проигрывал. В 1976 году против президента-республиканца Джеральда Форда на праймерис пошел бывший губернатор Калифорнии Рональд Рейган. Форд выиграл, но с совсем небольшим опережением, а всеобщие выборы проиграл демократу Джимми Картеру. Затем в 80-м уже против самого Картера пошел сенатор Тед Кеннеди, и Картер проиграл всеобщие выборы уже Рейгану. То же самое случилось с президентом Бушем-старшим в 1992 году, так что идти против президента из своей же партии значит делать хуже всем однопартийцам. Технически у Байдена все-таки есть известный соперник на этих праймерис. Его зовут Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший, или просто RFK-младший. Фамилия Кеннеди – это не совпадение. Он племянник знаменитого американского президента Джона Кеннеди. Проблема в том, что известен господин Кеннеди-младший как конспиролог и антиваксер. Свою борьбу с вакцинами он начал задолго до ковида. Утверждал, что вакцины вызывают аутизм, что, естественно, полная чушь. Когда началась пандемия, Кеннеди-младший начал активно распространять антиваксерские идеи, а также ругать Байдена и его администрацию. В вопросах Кеннеди набирает где-то 10%, Байден же набирает 60-70%. При этом Кеннеди поддерживают различные крайне правые медиафигуры, например, Алекс Джонс и Такер Карлсон. В общем, серьезной угрозы от Кеннеди для Байдена нет. Этого кандидата категорически не любят демократические избиратели. Да и его знаменитая семья выступает против его кандидатуры. С Байденом, конечно, есть одна объективная проблема – возраст. К моменту выборов президенту будет почти 82 года. И, как вы могли заметить в разных роликах, возраст берет свое. Теоретически вполне возможно, что Байден в процессе праймерис или уже после них уйдет с поста по состоянию здоровья или даже, не дай бог, умрет. В таком случае президенткой станет Камала Харрис. На выборах его как кандидата заменит, скорее всего, она же. Рейтинги Харрис не особо высокие. После избрания вице-президенткой она заняла не очень публичную позицию, а судя по некоторым репортажам, своей работой вообще не очень-то и довольна даже сама. В теоретических опросах с кандидатурой Харрис демократы проигрывают президентские выборы республиканцам, так что партии, конечно же, лучше, чтобы Байден остался в строю и на своем посту. Наконец, давайте обсудим, как всеобщие выборы пройдут. Самый главный вопрос – кто победит? Тут, конечно, никаких прогнозов я дать не могу. Конечно же, есть опросы, в которых предлагают выбрать типа Байден или Трамп, или Байден или Десантис, или Байден или Рамасвами. В них Байден с Трампом идут примерно вровень, а другим республиканцам Байден проигрывает, но уступает совсем немного. Первое, что нужно держать в уме при рассуждениях о ходе выборов в США – до дня голосования больше года. Впереди будет еще куча всяких скандалов и непредвиденных происшествий. В США есть даже такое понятие «октябрьский сюрприз». Так называют событие, которое произошло за пару недель до дня выборов и повлияло на результат. Возможно, оно случится и в 2024 году.
Сами выборы проходят так. Начинается сезон праймерис. С начала 24-го, где-то до начала лета, штаты по очереди проводят голосование. По мере прохождения праймерис кандидаты зарабатывают голоса делегатов на съезде. Когда кто-то набирает голоса 50% делегатов, он становится кандидатом от партии. По окончании праймерис состоятся съезды обеих партий, на которых будут формально выдвинуты кандидаты. И только потом начнется предвыборная кампания, вплоть до ноября 2024 года. Второе, что нужно помнить при разговоре о выборах в США – сама система президентских выборов. Устроена она так, что кандидаты борются не за избирателей по всей стране, а за победу в определенных штатах. На практике это работает следующим образом. Наверняка вы знаете, но я быстро повторю. Если ты обгоняешь конкурента хотя бы на 1 голос в конкретном штате, то получаешь все очки от этого штата. Эти очки называются голосами выборщиков. Поэтому условному республиканцу нет смысла вести кампанию в стабильно демократической Калифорнии, например. Все равно демократа не обогнать. Как ни старайся, там ты получишь 0 очков. Точно так же нет смысла демократу вкладываться в Оклахому, ведь там все равно выиграет республиканец. Так что вместо того, чтобы бороться за сильно демократические или сильно республиканские штаты, кандидаты сосредотачивают усилия на колеблющихся, тех, где поддержка партии примерно равна. То есть шансы победить есть и у демократа, и у республиканца. Сейчас действительно еще очень рано строить предположение, кто выиграет. Различные модели, например, на сайте 538, которые будут пытаться предсказать результат по опросам и демографическим данным, появятся примерно следующим летом. Но никакие расчеты не могут со 100% гарантией или даже с очень высокой вероятностью определить победителя. Ведь главное свойство выборов в устойчивых демократиях заключается в том, что результат непредсказуем до самого конца. Поэтому за выборами в США мы будем следить еще долго и с большим интересом. Ну вот, перед завершением хочу напомнить вам, что вы можете сходить на мое живое выступление, если живете в Европе, Великобритании или в Израиле. Переходите по ссылке в описании, чтобы посмотреть и купить билеты. До завтра!